Всем привет, друзья! Еще совсем недавно одноплатные компьютеры Raspberry Pi лично у меня ассоциировались с чем-то не супер дорогим. Удобное решение для домашнего сервера, знакомства с Linux или как инструмент разработчика для проектирования систем машинного зрения. Разумеется, список вариантов применения огромен, и всего не перечислишь. Изначально малинка на Западе стоила совсем немного, начиная с $35, и именно потому стала популярной, из-за своей простоты и дешевизны, а также в кратчайшие сроки обросла крупным сообществом. Но сейчас, в мае 26 года, чтобы купить малинку, нужно реально раскошелиться. Все благодаря тому, что ИИ-индустрия, как черная дыра, поглощает оперативку, в частности LPDDR4, которая применяется в новых платах Raspberry. Также подливает масло в огонь и то, что стало очень популярным создание локальных ИИ-агентов, скажем, таких как OpenClaw. Их нужно где-то разворачивать. И как раз таки малинка — это очень удобная штука для этого, что еще дополнительно подогревает на них спрос. Мне очень хотелось попробовать и рассказать про несколько интересных вещей на Raspberry, потому я решил вложиться и прикупить 4-ю версию с 4 гигами оперативной памяти. И как раз мне прислали на обзор очень необычную штуку, которая к нему подходит. И сегодня мы совместно их рассмотрим и запустим цикл видео о Raspberry и ему подобных платах. Итак, на обзоре сегодня Pocket Term 35 от Waveshare. Что это? Это устройство, в которое вставляется Raspberry Pi 4 или 5 версии, включает в себя сенсорный дисплей, клавиатуру и батарею, тем самым делая из малинки переносной портативный компьютер. Некоторые называют такие штуки кибердеками, но вроде как кибердеками могут называться только самодельные сборки, и похоже, что заводская фирменная железяка уже не подходит под этот термин. Но вопрос дискуссионный, оставьте ваше мнение в комментариях на этот счет. Raspberry Pi 4 обладает следующими характеристиками. Процессор Broadcom BCM2711, 4 ядра, ARM Cortex A72, частота 1,8 ГГц, 64 бита. В данной модели у меня 4 ГБ LPDDR4. Видеочип здесь поддерживает H265 кодек в 4К и H264 в 1080p. Два micro-HDMI выхода до 4К 60 FPS на двух мониторах одновременно. Что по сети? Гигабитный Ethernet порт, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Два USB 3.0 порта, два USB 2.0 порта. Основной USB Type-C порт ввод питания 5 вольт 3 ампера 15 ватт. Порт GPIO 40 пинов, на них есть интерфейс SPI, I2C, UART и PWM, то есть шим. Также на плате есть два 15-пиновых разъема под гибкий шлейф, один для CSI камеры и второй для фирменных дисплеев с Touch. В роли накопителя чаще всего выступает microSD карта, также может грузиться с USB. Для того, чтобы установить на карту систему, есть удобная программа Raspberry Pi Imager. Там выбираем, на какую плату Raspberry установить надо систему, в следующем окне какую систему, и далее выбираем, на какую флешку записать. Он сам все скачает, сделает, и все удобно и быстро готово. Это самый удобный метод установки системы, но не единственный. Можно также записать готовый образ системы с помощью таких программ, как Balena Ether или Win32 Disk Imager. Перейдем к терминалу от Waveshare. Передняя панель металлическая, фрезерованная алюминиевая болванка. Сверху расположены 4 светодиода, которые отображают статус зарядки батареи. Дисплей на 3,5 дюйма 640 на 480 пикселей. Сенсорный. Спускаемся ниже, и тут у нас клавиатура. Верхняя ее часть тонко намекает кнопками Start и Select, для чего мы можем использовать эту штуку помимо всякой скукоты. Ниже расположена QWERTY клавиатура. Клавиатура по ощущениям мягкая и беззвучная. Однако у такой клавиатуры, на мой взгляд, есть минусы. Из-за soft-touch покрытия к ней легко прилипает пыль. И из-за мягкости нажатие ощущается недостаточно уверенно. Давайте перейдем на заднюю панель, и на ней расположены две кнопки Boot и Reset. Решетки двух динамиков на 2 Вт. На верхнем торце платы расположена кнопка подачи питания с батареей, один клик включения и быстрый двойной для выключения. Аудиоджек 3,5 мм, это, кстати, вывод звука с HDMI, и Type-C порт питания и зарядки.
На боковой панели видим окно для портов Raspberry. В зависимости от того, какую версию малины 4B или 5 мы установим в этот терминал, в комплекте идет отдельные пластиковые заглушки, так как расположение портов на малинах слегка отличается. С другой стороны, отверстие для быстрой установки карты и силиконовая кнопка, применимая только для 5-й версии Raspberry. А я ее посадил сразу на капельку суперклея, потому что она вечно хочет убежать при сборке. Что же, давайте заглянем внутрь. Откручивается очень просто, всего 6 винтов. И снимаем крышку через верх. И тут у нас две платы. Первая, отвечающая за посадку одноплатника и обеспечивающая работу дисплея и батареи. И вторая плата, которая несет на себе клавиатуру. За обеспечение работы клавиатуры тут отвечает микроконтроллер Raspberry Pi 2040. Для того, чтобы собрать все воедино, нужно подсоединить шлейф HDMI из Type-C Raspberry в плату клавиатуры. Также подсоединить коннектор батареи. Тут она, кстати, на 5000 мАч. И в конце установить сам одноплатник, спозиционировав его так, чтобы он встал ровно на вот эти POGO-подпружиненные контакты, которые отвечают за I2C интерфейс для работы сенсора экрана. После чего закручиваем винты, которые удерживают пиху на плате, и можно закручивать сам девайс, закрыв его также через верхнюю сторону. Между платой одноплатника и корпусом есть зазор 18,5 мм. Его достаточно, чтобы к 5-й версии малины подключить дополнительное охлаждение и PCI-Express расширитель, для того, чтобы загружаться с диска типа M2. Мой Raspberry, как помните, 4-й версии, однако после нескольких включений я заметил, что корпус довольно сильно нагревается. И я решил всунуть туда небольшой кулер для дополнительного охлаждения. Спроектировал небольшой холдер, который цепляется вот за эту решетку. И все встало на место. Тем более, что на GPIO есть контакты 5 вольт и земли, и легко его подключить. Для того, чтобы работал тачскрин, нужно в конфигурации после установки на флеш-карту прописать следующее. А также, согласно шагу 3, скачать DTBO файл, положить его в директорию boot overlays. Эти папки, естественно, вы найдете на флешке, которую записали с помощью Raspberry Pi Imager. Но можно и не париться, скачав готовый образ сайта производителя и раскатать его на флешку. После окончательной сборки запускаем свежеустановленную систему. Все работает. Возможности Raspberry очень широки, но так как CyberDeck подразумевает мобильность, то эта вещь может быть полезна как переносной компьютер, скажем, для сетевой диагностики, настройки оборудования или в паре с RTL SDR радио для мониторинга радиоэфира. Даже для диагностики тач в автосервисе это, мне кажется, куда удобнее, чем таскать на собой ноут. Можно также использовать как ретро-игровую консоль, установив на нее RetroPie. А что бы вы на него установили? Для чего бы использовали? Напишите в комментариях. На сегодня знакомство с этим устройством закончим, и вы обязательно увидите его в следующих роликах. А на сегодня у меня все. До скорой встречи в новом видео.